Я делаю это прям как на экзамене. Are you ready for that? I really hope you are. Because I'm not sure I am. Привет всем! Сегодня воскресенье, и мы с вами сегодня будем говорить про IELTS. As usual, если вы давно подписаны на мой канал, вы знаете, что каждое воскресенье я выпускаю видео про IELTS. Мы разбираем с вами разные примеры, вопросы из разных частей. Сегодня это будет часть IELTS Listening. Еще иногда я делаю классные разборы постов на предмет супер классного и полезного вокабуляра, который вам поможет набрать 9, 8 или 7. В зависимости от того, что вы хотите набрать во всех частях IELTS. Так что, если вы хотите подготовиться к экзамену IELTS и сдать его на высший балл, или на тот балл, который вам нужен для поступления в университет или для получения той самой визы, обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть на моем канале, видео о какой именно части, какие задания из экзамена IELTS вызывают у вас больше всего вопросов. Сегодня мы поговорим про IELTS Listening и про типы вопросов, которые называются Multiple Choice, то есть тогда, когда у вас есть на один вопрос несколько вариантов ответа, единственный один будет правильным. И также мы сегодня посмотрим How to Label a Map. Это тоже очень популярное задание, которое может вам встретиться в IELTS Listening. У вас обычно есть какая-то карта, и там обозначены какие-то предметы, и вам нужно ответить на вопрос, что же это за такие за предметы. Вам дают, естественно, варианты ответов, и вам просто нужно соединить буковки с вариантами ответов. Сегодня мы воспользуемся книгой, которая называется Cambridge IELTS 16. Это последняя версия сборника официального сборника тестов от Cambridge. Это очень хороший ориентир для вас, если вы готовитесь к сдаче экзамена сейчас или в ближайшие 6 месяцев или год. And I completely forgot that I usually start my videos with something in English. How have you been? Tell me in the comments, how is your weekend going? Are you enjoying it? How's the weather? You know, how's the autumn treating you? Because right now we're in the UK, I'm experiencing an extreme case of a very depressing weather, a very depressing autumn weather. Because before that, the autumn has been treating us really well with a lot of, spells of sunshine and practically no rain. It was very dry, and now it's basically raining all day. Let me know what's going on in your place, because that is actually one of the most popular questions in IELTS speaking, in our speaking part 1. What weather do you prefer, and why, and blah blah blah. So let me know in the comments. У меня на канале есть несколько видео, где я делаю какие-то задания из экзамена, из сборников как раз от Cambridge. Но теперь я решила с вами поделиться своим экраном. Что конкретно я подчеркиваю, какие слова я выделяю для того, чтобы подготовиться к слушанию. Потому что помните, что у вас всегда есть 30 секунд перед каждой частью, чтобы посмотреть на вопросы. И это время нужно использовать не просто, чтобы прочитать вопросы, но также, чтобы подчеркнуть те самые keywords, которые вам помогут. И совсем недавно я получила комментарии под моим видео, которые просили меня показать, как я выделяю keywords, а также сделать multiple choice listening task. И я решила, что в этом видео я kill two birds with one stone, which sounds cruel, but it's a nice saying, and it will give you that bonus points in IELTS speaking if you use that. Давайте посмотрим, что я выбрала для сегодняшнего видео. И это будет тест первый, часть listening. Я сегодня сделаю part 2, questions 11 to 20, что означает, что у нас будет с вами multiple choice questions, как вы видите, и дальше у нас будет map labeling. Are you ready for that? I really hope you are. Because I'm not sure I am. Я делаю это прям как на экзамене, потому что я не слышала listening track, делаю это в первый раз и буду слушать только один раз, и, соответственно, в режиме реального времени. То есть сколько мне даст трек на подготовку перед слушанием, то столько я и потрачу на выделение keywords и на чтение вопросов. Поехали! Уже сейчас я смотрю на keywords и на задание, потому что who cares about the task? You already know what you need to do. Здесь разные цифры у нас на конце, естественно. И мне нужно именно что-то про founded, да? Manufactured goods for healthcare, industry, health, in automotive, machine tools. Okay. What does the speaker say about the company premises? Okay, we need company premises. Moved.
Ага, plans to move? Is going to move. Okay, it's all about tenses. Все по поводу времен. Не успела. Ну ладно, посмотрим, что будет. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on. But your school isn't able to arrange that this year. Ага, open courtyard. Это будет важно для того, чтобы понять, относительно чего мы смотрим. Main road, access road, reception word. Okay, coffee, warehouse, staff, meeting, human, boardroom. Скорее всего, мы начнем reception. Да. As you can see, we're in the reception area. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. Yeah, that's an H. The factory is the very big room on the far side of the site. Super. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Yep. Okay. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. Super. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view, as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Super. Okay, now, are there any questions before... Half a minute to check your answers. Я точно уверена в 11-м ответе на вопрос, потому что она упомянула все 3 года. Естественно, как это всегда бывает, multiple choice, все варианты употребляются. Но она сказала, что именно founded эта компания была в 1926 году, когда Стивенсон завершил свою apprenticeship. 12-й вопрос очень интересный, потому что она сказала, что Стивенсон в оригинале
финале хотел производить machine tools, но мне кажется, что он так этого и не делал. В конце, когда она сказала все про automotive industry, machine tools industry, она в конце сказала, что у них была возможность делать tools для healthcare industry, и этим они занимались. Я думаю, что я на A свой ответ поменяю. В 13-м у нас с вами она сказала, что да, у них очень хорошее помещение, и у них нету планов to move вообще, поэтому мне кажется, что здесь будет B. Она сказала, что они будут refurbish или renovate the premises, то есть они будут делать какой-то ремонт в будущем, но ничего про move там не было. В 14-м интересно, потому что много чего было перечислено. Я сначала выбрала talks by staff, но там она сказала про то, что люди, которые пришли на эту программу, они будут иметь возможность разговаривать с работниками этой компании. А здесь talks by staff, что означает, что работники компании будут давать какие-то talks, то есть какие-то презентации. Это она точно не упоминала. Meetings with the teacher она сказала, что точно не будет, потому что это было отменено именно в их году, потому что их школа не может это организовать. А первое, почему-то, я не знаю почему, может, я задумалась, и я как-то пропустила про time to do research, и мне кажется, это как раз оно и есть, просто методом исключения, потому что B и C точно невозможны по смыслу. А по поводу плана, мне кажется, здесь, в принципе, все было довольно просто. Здесь главное знать to the left of something, to the right of something, все эти предлоги. И здесь было очень много подсказок. Она говорила про то, что у Бодрум будет красивый вид, и я сразу поняла, что она, скорее всего, говорит про деревья, которые мы видим слева, да, на карте. И поэтому я сразу обратила свое внимание туда. А потом она уже объяснила, как точно туда пройти. То есть там были варианты либо A, либо D, либо F. Мне показались эти два задания не такими сложными, наверное, но я еще не знаю ответов, поэтому давайте проверим ответы. В итоге у нас с вами один неправильный ответ, который я дала в 14-м вопросе, что совершенно нормально ошибаться иногда. В таких случаях обязательно нужно проверять, почему вы дали неправильный ответ. И давайте пойдем в транскрипты. Помните, что во всех сборниках Cambridge, IELTS у них всегда есть транскрипты. Вопрос 14, и у нас, что здесь у нас говорится? Most mornings you'll have a presentation from one of the managers. Here you go. Очень-очень интересно они сделали, зашифровали здесь, потому что они сказали про менеджер, а в вопросе было слово staff. И действительно, менеджер — это part of staff, но, как видите, они пользуются синонимами. Ну, можно этого было ожидать, потому что это part two, и с каждой частью у нас сложность вопросов увеличивается, и не ожидайте услышать точно такие же слова и конструкции, как у вас в вопросе написано. Поэтому, в принципе, понятно. Давайте сделаем пару выводов о том, как нужно отвечать правильно на вот такие вот вопросы в части IELTS listening. Во-первых, нужно использовать все время, которое дается вам на подготовку, а также, когда читается задание, на то, чтобы выделить ключевые слова. Как вы видите, я пока с вами разговаривала, я пропустила 5-7 секунд, и поэтому 4-й, то есть 14-й вопрос я не успела проанализировать. Может быть, именно поэтому я и не услышала правильный ответ на вопрос, потому что я не успела его прочитать. Второй момент. Не ожидайте таких же слов, как и в вопросах. Особенно, когда дело касается части 2, 3 и 4. Потому что помните, чем дальше вы идете в IELTS listening, тем сложнее становятся части и сложнее становится задание. В-третьих, нужно помнить, что все варианты ответов будут употреблены. Вы услышите все варианты ответов. Вам нужно будет определить, какой из них верный. И всегда есть причина, почему тот или иной вариант неверный. Вот, например, если мы возьмем 11-й вопрос, то там все года были употреблены, но девушка или женщина уточняла про каждый год, что не в этом году он основал компанию, и не в этом, а вот именно в этом. Поэтому нужно не только услышать год, но еще и услышать, что о нем там вообще говорят об этом годе. И также в 14-м, например, было очень важно услышать presentation by a manager и понять, что presentation — это то же самое, что a talk, за счет того, что у вас в вопросе есть предлог by, talks by staff. То есть это не просто разговор с
членом команды или с работником этой компании. А это не разговор даже, а презентация. По-русски мы всегда переводим слово talk как презентация. Помните TED Talks? В общем-то, они же не разговаривают с аудиторией, они дают презентации. Вот здесь нужно было увидеть этот предлог, подумать о том, как можно было бы это сказать по-другому, то есть синонимы вспомнить. Еще хотела обратить внимание, в случае multiple choice questions вы всегда можете посмотреть, когда вам дается время на то, чтобы посмотреть на свои ответы. Естественно, мой телефон сдался, и поэтому мне приходится перезаписывать последнюю часть. Помните, что у вас всегда есть возможность в конце пойти посмотреть на свои вопросы и убедиться в том, что они правильные. То, что я сделала, например, в 12-м вопросе, я поменяла свой ответ, потому что поняла, что изначально поняла неправильно то, что сказала эта женщина в listening. И только потом, когда уже после всего listening, после того, как я прослушала, я пошла обратно, вспомнила, что я услышала, и выбрала правильный ответ на вопрос. И в вопросе с map labeling, еще раз, создатели IELTS, они вас не ненавидят, они хотят вам помочь, и поэтому дают вам дополнительные какие-то подсказки в этом задании. Я не думаю, что оно было сложным, но, опять же, сложность задания зависит не только от того, какое оно по счету. По идее, часть 4 должна быть всегда самой сложной, но на практике это совершенно не так. Многие мои студенты, вот совсем недавно сдававшие, говорили мне, что 4-я часть была просто piece of cake, то есть очень легкой, а 2-я часть multiple choice questions, как вот сейчас мы с вами сделали, была очень сложной, потому что вы видели, какие там по сложности задания. И сложность даже не в том, знаете ли вы слова или нет в вопросах или в listening, а скорее в том, чтобы проанализировать и понять, какой ответ будет в конечном итоге правильным. В общем, выделяйте keywords, используйте все время, которое вам дается, будьте очень внимательны, давайте себе второй шанс и внимательно проверяйте ответы на вопросы, и все у вас будет хорошо. Удачи вам, спасибо, что вы посмотрели мое видео до конца. Мы с вами увидимся очень скоро, и have a nice Sunday!